Глава 456. Становясь учеником Цзень-Иня. Хань Ли хотел было что-то сказать, как вдруг услышал передачу голоса от Лао Мэнцинь, и Хань Ли, этот старик, в течение своей жизни не принимал ни одного ученика, кроме того, жить ему осталось недолго. «Если ты станешь моим учеником, то мое наследие, мои магические сокровища и все остальное достанутся тебе. Вряд ли тебе еще когда-нибудь подвернется такая удача», — мягким голосом проговорил Лао Мэнцинь, и Хань Ли прекрасно понимал, что старик сильно преувеличивал, однако соблазн все равно был велик. Но не успел он подумать об этом, как вдруг он услышал мрачный голос Цзень-Иня. «Младший, независимо от того, что тебе наобещал этот эксцентричный старик, хочу напомнить, что этот эксцентричный свободный культиватор — всего лишь свободный культиватор, который в одиночку идет по своему пути. Кроме пустынного острова, у него практически больше ничего и нет. Даже если ты унаследуешь все это, вряд ли тебе будет этого достаточно. Однако мой остров Цзень-Иня сильно отличается от его острова. У меня есть не только множество культиваторов, но и большой спектр влияния. Поскольку ты станешь моим учеником, то у тебя тоже появится влияние на остров. Неважно, что ты захочешь получить, пару для культивации, ценные ингредиенты для лекарственных таблеток или магические инструменты, я дам тебе все, что ты захочешь. Я также заметил, что вы с фиолетовой духовной феей из секты изысканного звука довольно близки. Если у тебя есть к ней какой-то интерес, я могу все устроить. Если ты станешь моим учеником, я лично приведу ее на остров Цзень-Инь, чтобы она стала твоим котлом в печи. Думаю, мое предложение очень заманчиво». Цзень-Инь прямолинейно высказал Хань Ли все преимущества, которые его ждали, если бы он стал его учеником. Однако это было еще не все. В следующий момент в ушах Хань Ли послышался голос костяного мудреца: «Младший Хань, выбери себе в качестве мастера моего предателя-ученика. Таким образом, у нас непременно появится благоприятная возможность убить его. Не забывай, что я единственный человек, который знает формулу лекарственной таблетки из 9-цветного духовного женьшеня. Так что лучше всего сделать то, что я предлагаю, в противном случае в словах костяного мудреца была неприкрытая угроза». Хань Ли мысленно закатил глаза. У каждого из них были скрытые мотивы, так что он мог сильно пострадать в случае неосторожности. На самом деле, если бы он действительно хотел выбрать себе мастера, то он, естественно, бы выбрал старика в конфуцианской одежде. Хотя он и не получил бы от этого много богатства, зато его бы не втянули в выяснение отношений. Это было бы намного спокойнее, чем вовлечение в конфликты. Что касается лекарственных таблеток, красивых женщин и техник, которые ему предлагал Цзень-Инь, то все это не интересовало Хань Ли. А разговор о фиолетовой духовной фее его интересовал меньше всего. Но из-за того, что ему сказал костяной мудрец, Хань Ли пришлось пересмотреть свои приоритеты. Укрепление стадии зарождающейся души было его следующей целью на пути к бессмертию. Хотя это бы произошло еще не скоро, ему определенно был нужен рецепт той формулы. С этой мыслью Хань Ли опустил голову и начал бормотать себе под нос, размышляя о плюсах и минусах предстоящего решения. Выражение Хань Ли несколько раз менялось за короткий промежуток времени, прежде чем он поднял голову. То, что он сказал, было музыкой для ушей Цзень-Иня и большим разочарованием старика-конфуцианца. «Мне уже давно известно о великой репутации острова Цзень-Инь. Я желаю получить несколько советов от старшего у хороший выбор, Хань Ли. Я принимаю тебя в качестве своего ученика. Когда мы вернемся на остров Цзень-Инь, я проведу церемонию, чтобы ты официально стал моим учеником. Кроме того, это глубокое кольцо Инь, это набор древних сокровищ, которые я приобрел, пока был молод, и дал его каждому из моих личных учеников. Это не только сувенир, но и защитное сокровище, так что храни его», — сказал Цзень-Инь, чувствуя прилив сил от такого стечения обстоятельств. Он немедленно снял с руки темное серое кольцо и передал его Хань Ли. Хань Ли принял его с небольшим удивлением и внимательно осмотрел его. Кольцо было такого же размера, как и обычные кольца, однако на нем было выгравировано несколько таинственных символов, которые испускали светло-голубой свет. Уже с одного взгляда можно было сказать, что это было необычное кольцо. Хань Ли хотел было обрадоваться, однако тут же услышал голос костяного мудреца в своей голове. «Глубокое кольцо Инь. Кажется, мой ученик-предатель решил избавиться от любых напоминаний обо мне. Это, очевидно, древнее сокровище, которое я ему даровал, кольцо Инь-Янь. Он просто изменил название. Не слишком расслабляйся. Хотя это кольцо может защитить твое тело и отразить атаки, его можно также использовать, чтобы сдерживать тебя. Если ты попытаешься напасть на Цзень-Иня, когда у тебя будет это кольцо, тебе конец». Когда Хань Ли услышал это, он ничуть не изменился в лице. Ему ничего не оставалось, кроме как покорно поблагодарить Цзень-Иня.
Однако про себя он невольно вздохнул. Поскольку Цзень Инь был таким хитрым и расчетливым интриганом, Хань Ли должен быть всегда начеку. В противном случае его не ждет ничего хорошего. Теперь ему оставалось только надеяться, что у костяного мудреца действительно был способ убить Цзень Иня. В противном случае ему придется присоединиться к острову Цзень Иня и послушно стать его учеником. Кроме того, даже если бы Хань Ли на самом деле хотел стать послушным учеником Цзень Иня, не было никакой гарантии, что старик был искренним в своих намерениях. Независимо от того, заберет ли Цзень Инь свои слова назад, у Хань Ли были свои дела. Служить Цзень Иню совершенно не входило в его планы, на данный момент ему ничего не оставалось, кроме как импровизировать по ходу дела, так как у него было недостаточно сил действовать по-своему. Хотя Хань Ли прекрасно понимал, что миром культивации правили сильные, он давно не чувствовал себя таким беспомощным с тех пор, как был на стадии заложения основ. Он ранее оказывался в опасных обстоятельствах много раз раньше, но ему удавалось вырваться из неприятностей, используя всю свою силу. Но теперь, при столкновении с культиватором, стадии зарождающейся души, у него не было ни единого шанса. Он невольно задумался над тем, что родился под несчастливой звездой. Однако это была мимолетная мысль. Сейчас он планировал следовать за костяным мудрецом и исследовать секреты фрагмента карты из любопытства. Как он мог противопоставить себя культиватору стадии зарождающейся души? Хань Ли уже немного пожалел о своем выборе. Подавляя чувство глубокого недовольства, которое он ни в коем случае не мог проявить, он притворялся очень радостным и оживленным. При виде того, что Хань Ли надел глубокое кольцо Инь и почтительно поблагодарил его, Цзень Инь был вполне доволен. Обсудив несколько вещей со стариком, он заставил Хань Ли последовать за ним. День практически подходил к концу. Им нужно было поспешить в каньон, иначе они бы застряли здесь навсегда. Таким образом, Хань Ли вернул своего кровавого паука в сумку для хранения и полетел за остальными. По пути Цзень Инь радостно беседовал с Хань Ли и даже указал ему на некоторые ошибки в культивации Хань Ли. Во многом это были полезные советы. Хань Ли горько вздохнул. Существовала огромная разница в пути культивации тех, у кого был проводник, и тех, кто шел самостоятельно. Когда Вучжоу увидел это, на его лице появилось недовольство. Хотя он пытался скрыть это изо всех сил, Хань Ли все еще мог чувствовать его непримиримую враждебность. Однако Хань Ли сделал вид, что не замечает этого. Все четверо летели на высокой скорости. Примерно через 6 часов они прибыли на гору высотой около 10 тысяч метров. Это была чрезвычайно крутая гора, состоявшая из черных и серых камней. В центре горы была ровная расщелина, которая, казалось, была создана искусственным образом. Она даже раскололась через основание горы, создавая огромный природный каньон. Но еще более странным был мерцающий синий и красный свет, который разделал между собой центр горы. Издалека он поистине казался потусторонним. В настоящее время около 30 культиваторов в разнообразной одежде сидели у входа в каньон, тихо медитируя. У них на лицах были такие выражения, будто они чего-то ждали. Цзень Инь и другие трое медленно спустились к центру группы. Хань Ли оглянулся и увидел, что среди них также была Юанья. Когда Юанья увидела Хань Ли в сопровождении культиваторов дьявольского Да на стадии зарождающейся души, она была удивлена. Когда Хань Ли встретился с ней взглядом, она смущенно отвернулась, не осмеливаясь смотреть на него. Хань Ли немного удивился, а затем, казалось, он все понял. Безмолвно отвернувшись, он сосредоточил свой взгляд на другом месте. Здесь не было фиолетовой духовной феи и ее напарника по культивации. Очевидно, они вернулись в павильон, не собираясь проходить следующее испытание. Хотя те медитирующие культиваторы выглядели спокойными и сдержанными, каждый из них обладал своей неповторимой манерой поведения. С точки зрения культивации, большинство из них превосходили Хань Ли. Хотя он не знал, сколько из них обладало на поздней стадии формирования ядра, он мог сказать, что большинство из них было хотя бы на средней стадии формирования ядра. Людей, которые были только на ранней стадии формирования ядра, было только 7. Однако все они были собраны и внушали окружающим какое-то величие. После того, как Хань Ли закончил свои наблюдения, он слегка нахмурился. Никаких других культиваторов стадии зарождающейся души, кроме Цзень Иня и Лао Маньцинь, и не было. При виде этого Цзень Инь выбрал самое удобное место и сел. Вучжоу последовал его примеру. «Хань Ли, подойди и отдохни рядом со своим мастером», сказал Цзень Инь, изображая из себя роль заботливого мастера. Хань Ли не хотел приближаться к эксцентрику, но у него не было другого выбора, кроме как заставить себя подчиниться и сесть рядом с ним.
Глава 457. Небесное дьявольское искусство. Не успел Хань Ли сесть, как с неба послышался грохот. В этот момент в небе появились культиваторы стадии зарождающейся души праведного Да Ван Тинь Мин и два его товарища, которые затем спустились за землю. Заметив Цзень Иня и Лао Мэньцинь, и они ухмыльнулись и отошли от них подальше. Они стали перешептываться друг с другом, обсуждая какие-то секретные вопросы. При виде этого Цзень Инь презрительно фыркнул и закрыл глаза. Хань Ли не мог быть таким спокойным, как Цзень Инь. Вместо этого он перевел взгляд в другое место, делая вид, будто он что-то рассматривал. Но если бы кто-нибудь присмотрелся к Хань Ли, можно было заметить, что его взгляд не сфокусирован. Спустя промежуток времени, который бы потребовался для того, чтобы закончить обед, прибыли еще 6 культиваторов. 2 старейшин Дворца Звезд также прибыли. Среди культиваторов стадии зарождающейся души не прибыл только один — Мэн Хуцзы. В течение следующего часа Мэн Хуцзы так и не появился, в результате чего Ван Тинь Мин и другие культиваторы праведного Да стали странно поглядывать на Цзень Иня и Лао Мэньцинь. Однако об этих культиваторах сохраняли спокойствие. Но поскольку Хань Ли был к ним ближе, он мог видеть следы беспокойства в их глазах. Отсутствие Мэн Хуцзы явно волновало этих двух эксцентриков дьявольского Да, поскольку без него они не смогли бы сравниться с культиваторами праведного Да. Время шло, и Цзень Инь вместе с Лао Мэньцинь, и было все труднее сохранять свое внешнее спокойствие. Их выражения на лицах стали напряженными, они все чаще стали поглядывать на небо. Хотя небо с течением времени ничуть не изменялось, Хань Ли предположил, что этот день близился к концу. Неужели этот Мэн Хуцзы, самый сильнейший культиватор дьявольского Да, столкнулся с какими-то неприятностями? Подумал Хань Ли. В этих обстоятельствах как это повлияет на него, по мере того, как лица культиваторов дьявольского Да становились все более напряженными, лица культиваторов праведного Да стали выражать неприкрытую злость. Вскоре с неба раздался пронзительный свист. Постепенно свист становился более и более громким, в результате чего все присутствующие культиваторы были в замешательстве. Но когда Цзень Инь и старик-конфуцианец услышали это, выражения на их лицах несколько расслабились, и они с улыбкой переглянулись между собой. Старик-конфуцианец улыбнулся и тихо сказал: «Кажется, что Мэн Хуцзы в очень приподнятом настроении. Должно быть, удача была на его стороне». Разве это была неожиданность? В лучшем случае, он бы сорвал фрукт продления жизни, вот и все, спокойно сказал Цзень Инь и покачал головой. Лао Мэньцинь и улыбнулся, и собирался было что-то сказать, как вдруг вдалеке показалась сфера желтого света, и тут же направилась к ним, словно падающая звезда. В одно мгновение все уставились в небо. В глазах Хань Ли появилось странное выражение, в котором была скрытая опаска, когда он смотрел на световую сферу. Хань Ли ничего не мог с собой поделать. Культиваторы, которые видели мощь небесного дьявольского искусства впервые, не могли не удивлять ему. Внутри сферы желтого света Мэн Хуцзы напоминал ужасающего демонического бога. Мало того, что его тело излучало ослепительный золотой свет, но даже его кожа была плотно покрыта золотыми чешуйками размером с монету. Чешуйки выглядели так, будто были сделаны из чистого золота и сияли великим, пугающим светом, создавая впечатление того, что его было невозможно разрушить. Вучжоу, который сидел рядом с Цзень Инем, ахнул и заговорил в оцепенении: «Это небесное дьявольское искусство. Выглядит ужасающе». Он был в восторге от появления Мэн Хуцзы. Цзень Инь холодно взглянул на Вучжоу и сказал с легкой досадой: «Ха! Это просто панцирь черепахи. Когда я доведу мое искусство глубокой инь до совершенства, оно будет не слабее, чем небесное дьявольское искусство». Вучжоу тут же вспомнил, что его собственный предок был в плохих отношениях с Мэн Хуцзы. Он только что похвалил Мэн Хуцзы, непреднамеренно спровоцировав своего хозяина. Он тут же, чтобы исправить положение, подольстился к Цзень Иню со смущенным видом, а затем замолчал. Мэн Хуцзы пронесся в небе над Цзень Инем и другими, заметив их, а затем приземлился неподалеку, заставив землю дрожать от своего приземления. После того, как Мэн Хуцзы приземлился, золотой свет с его тела постепенно исчез. Кажется, у брата Мэна был очень хороший урожай. Иначе, с чего бы тебе быть таким счастливым? С улыбкой сказал старик-конфуцианец. Мэн Хуцзы тут же ответил без колебаний: «Хе-хе. Мне и правда повезло. Я убил ледяную полосатую жабу, которая охраняла древо фрукта продления жизни. Его внутреннее ядро будет очень полезным для моего искусства». Цзень Инь и Лао Мэньцинь и тревожно переглянулись между собой, не зная, говорил ли он правду. Немного помолчав, на лице Лао Мэньцинь снова появилась улыбка, и он сказал: «В этом случае мне следует тебя поздравить. Если твое искусство прогрессирует, то у тебя будет такая же сила, как у архиепископа Шести Путей и мудрецов Дворца Звезд.
Затем Цзень Инь также поздравил его со спокойным выражением на лице. Мэн Хуцзы усмехнулся и собирался было что-то сказать, но, увидев Хань Ли, был несколько озадачен. Через несколько секунд его удивление исчезло, и он выпустил на Хань Ли жуткое давление. Как только Мэн Хуцзы выпустил свое давление, Хань Ли мгновенно почувствовал, что все его тело напряглось, и он больше не в состоянии двигаться, будто каждая его конечность была отягощена тысячами килограммов. Но более всего его поразил взгляд Мэна Хуцзы, казалось, он мог видеть его насквозь. Лицо Хань Ли стало смертельно бледным, но он тут же отреагировал, высвободив свою технику великого развития. Через мгновение его разум стабилизировался, вернув румянец ему на лицо и контроль над своим телом. Го! Мэн Хуцзы невольно удивился. Затем он собирался было предпринять еще что-то, но внезапно перед Хань Ли появился Цзень Инь. Цзень Инь компенсировал давление Мэн Хуцзы и спокойно спросил: «Брат Мэн, что ты делаешь? Почему ты издеваешься над моим учеником? Это твой ученик». Внезапно выражение Мэн Хуцзы изменилось. Он стал мрачным. Презрительно взглянув на Вучжоу, он сказал: «Цзень Инь, ты издеваешься надо мной. Кроме Вучжоу, скольких еще учеников ты привел в небесный зал?» Он выглядел так, как будто планировал атаковать, если бы его не остановили. «Хе-хе, Мэн Хуцзы, ты все неправильно понял. Я только сегодня принял Хань Ли в качестве своего ученика. Неудивительно, что ты не знал об этом». Лао Мэньцинь и поспешил прояснить ситуацию. В конце концов, Хань Ли сейчас был очень важен для них. Естественно, он хотел предотвратить любые неудачи. «Цзень Инь, я правильно понял? Ты принял ученика, будучи здесь?» На лице Мэн Хуцзы был шок, и он снова взглянул на Хань Ли. «Пока что он только мой названный ученик, и мне еще предстоит провести официальную церемонию посвящения, однако мой молодой друг Хань Ли уже является членом острова Цзень Инь. Я надеюсь, что брат Мэн не будет относиться ко мне слишком жестоко». С легкой улыбкой на лице сказал Цзень Инь. Мэн Хуцзы несколько раз моргнул, взглянул на Цзень Иня и Лао Мэньцинь, а потом перевел свой взгляд на Хань Ли. Затем он рассмеялся и сказал: «Хорошо, очень хорошо. Этот твой ученик неплох. Стоит сказать, что его духовное чутье в несколько раз больше, чем у твоего внука. С твоей помощью его ждут большие перспективы». Хе-хе, большие перспективы — это последнее предложение, казалось, имело более глубокий смысл. Цзень Инь и Лао Мэньцинь и в замешательстве переглянулись между собой. Цзень Инь нахмурился и спросил: «Что это значит, брат Мэн, неважно. Твой ученик хорош. Ты же заинтересован в том, чтобы обучить его. Я чувствую, что этот мальчик вполне подходит для культивации моего небесного дьявольского искусства», спокойно сказал Мэн Хуцзы, однако его слова напугали его товарищей по дьявольскому «да». Лао Мэньцин и поспешно сменил тему. «Брат Мэн, должно быть, шутит. Молодой друг Хань уже стал учеником Цзень Иня. Разве он может так небрежно изменить мастера?» Мэн Хуцзы мрачно рассмеялся и погладил свою бороду. Внезапно он сказал холодным тоном: «Хе-хе. Если хотите, то давайте забудем об этом. Честно говоря, принятие ученика для меня слишком хлопотно. Однако почему господин Цинь так сильно волнуется об ученике острова Цзень Инь? Неужели у этого мальчика есть какая-то тайна?» После этого выражение старика мгновенно изменилось, прежде чем спокойно взглянул на Цзень Иня. Глава 458. Путь льда и огня. Выражение лица Цзень Иня слегка изменилось. Немного помолчав, он спокойно сказал: «Брат Мэн, поскольку у тебя уже появились некоторые сомнения, тогда я не стану ничего скрывать. Есть причина, по которой мой младший ученик будет весьма полезным во время нашей охоты за сокровищами внутреннего зала. Надеюсь, ты простишь его, если он тебя обидел». Слова Цзень Иня очень разозлили Хань Ли. Когда он мог обидеть Мэна Хуцзы? Разве это не Мэн Хуцзы пытался ни с того, ни с сего напасть на него? Естественно, Хань Ли не смел сказать то, что вертелось у него в голове. Махнув рукой, Мэн Хуцзы сказал: «Обижен? Да я даже не знаю этого мальчика. Какая может быть обида? Я просто заметил, что у него довольно интересная техника культивации, и решил проверить ее. Но каким образом культиватор стадии формирования ядра может быть полезен во внутреннем зале? Ты меня обманываешь?» Цзень Инь нахмурился и немного колебался. Затем он многозначительно взглянул на Лао Мэньцинь. Тот слегка улыбнулся и послал Мэн Хуцзы голосовую передачу. При виде их странного поведения, Мэн Хуцзы презрительно взглянул на них. Но услышав голосовую передачу, выражение его лица внезапно изменилось, и он удивленно посмотрел на Хань Ли.
Затем Мэн Хуцзы задал старику Конфуцианцу несколько вопросов, после которых он, очевидно, все понял, и на его лице появилось холодное выражение. Мэн Хуцзы слегка прищурился и пристально посмотрел на Цзень-Иня, а затем сказала: «Цзень-Инь, мне было интересно, почему ты вдруг решил взять себе ученика, а оказывается, что ты. Это отличный план, если бы у тебя были аналогичные проблемы, ты поступил бы так же. Кроме того, поскольку мы раскрыли тебе этот секрет, то мы не собираемся монополизировать добычу. Более того, мы рассчитываем на твою помощь», — спокойно ответил Цзень-Инь. Спустя несколько мгновений выражение лица Мэн Хуцзы приняло обычное состояние, и он сказал: «Если я не возьмусь за это дело, то Ван Тиньмин и его группа лицемеров не позволят вам заполучить сокровище. Но сначала надо обсудить некоторые детали. Как мы будем делить сокровище, как насчет того, чтобы мы разделили сокровище на 4 части? В том числе и для нашего молодого друга Ханли. Каждый получит свою долю», — Лао Мэнцинь, и, казалось, давно подумал об этом и быстро дал ответ. Этот ответ разозлил Мэн Хуцзы. С насмешкой он сказал: «Цинь, и ты действительно думаешь, что меня так легко обмануть? Вы оба действительно думаете, что сможете справиться с Ван Тиньминем, когда настанет время? Ты действительно хочешь разделить сокровище на всех?» Старик вздохнул и ответил, наигранно рассмеявшись: «Не сердись, брат. Конечно, я могу ошибаться. А что ты скажешь, как нам решить эту проблему?» Мэн Хуцзы заговорил с серьезным выражением на лице. «Мне все равно, сколько вы все получите в итоге, но мне нужна половина сокровища. В конце концов, одного Ван Тиньмина более чем достаточно, чтобы разобраться с вами обоими. Поскольку только я смогу победить его, то это справедливая цена». Слова Мэн Хуцзы не удивили ни Цзень-Иня, ни Конфуцианца. Они явно ожидали, что он предъявит большие требования. Цзень-Инь неторопливо сказал: «Целая половина. Аппетит брата Мэна действительно велик. Но не забывайте, что без помощи моего младшего ученика наши шансы на приобретение сокровища патетически низки. Мой ученик также требует доли». «Ха! Культиватор стадии формирования ядра тоже хочет долю», — сказал Мэн Хуцзы и презрительно взглянул на Ханли. Выражение лица Ханли невольно дрогнуло, но он тут же пришел в себя. «Хех! Если бы он был обычным свободным культиватором, то он не имел бы права на долю сокровищ небесного котла. Но поскольку он мой ученик, он получит свою долю», — Цзень-Инь не хотел отступать. Выражение лица Мэн Хуцзы стало суровым. Пока он думал, что сказать, заговорил конфуцианец: «К чему эти споры? Когда мы получим сокровище, мы разделим его на 5 частей. 2 части пойдут брату Мэну, а остальные 3 — каждому из нас. Наверняка это справедливо». Мэн Хуцзы уставился на него на мгновение, а затем молча погладил свою бороду. Цзень-Инь тут же заявил о своей позиции серьезным тоном: «Я считаю эти условия приемлемыми». «Что скажешь, брат Мэн?» «Отлично. Хотя я не удовлетворен полностью, это лучше, чем предыдущее предложение», — нахмурившись, сказал Мэн Хуцзы. В его голосе было слышно раздражение. Он уже понял, что Цзень-Инь и старик были в сговоре, и что предлагаемые условия, вероятно, были их потолком. Поэтому он не мог слишком сильно надавить на них. Пока эксцентрики Дьявольского Да делили тушу еще не пойманного медведя, Ван Тиньмин и его товарищи из Праведного Да также тайно обсуждали сокровища. «Мастер секты Вань, насколько вы уверены, что ваш золотой нитевидный шелкопряд сможет заполучить небесный котел? В прошлом было много экспертов, которые желали заполучить это сокровище, но никому это не удалось. Боюсь, что наша попытка тоже может оказаться безуспешной», — с беспокойством сказал даосский священник Тянь Хуцзы. Ван Тиньмин спокойно ответил: «Будь спокоен. Поскольку у меня есть золотой нитевидный шелкопряд, и я заполучил небесный лазурный цветок, у нас есть шанс. Пока я кормлю шелкопряда этим цветком, у нас есть, по крайней мере, 4% шансов на успех. Это уже можно считать высокими шансами. Я не знал об этом. Я просто чувствовал себя неловко, когда думал об этом. Мне стыдно. Кажется, что моего собственного уровня культивации недостаточно, чтобы размышлять о таких сложных вещах», — с легким смущением проговорил Тянь Хуцзы. Ван Тиньмин усмехнулся: «Хе-хе. Однако меня больше беспокоит то, что эти 2 старых урода, мудрецы Дворца Звезд, получат сокровища Небесного Зала. Хотя мы культиваторы, но у нас человеческая природа. Мы все еще не бессмертные». Затем сказал старый культиватор: «Однако мастеру секты Вань также стоит присматривать и за этими культиваторами Дьявольского Да. Они втайне говорят о чем-то. Кажется, у них были какие-то междоусобицы, но теперь они подшучивают, как будто ничего не произошло. Неужели они что-то скрывают?» Услышав это, Ван Тиньмин перевел взгляд на культиваторов Дьявольского Да, которые закончили переговоры и просто радостно шутили между собой.
Затем с торжественным выражением он сказал, хотя их техники и силы достаточно мощные, у них у всех скверный характер. Так что здесь нет ничего необычного, и нам ни о чем беспокоиться. Даже если мы потерпим неудачу, нам следует убедиться, что небесный котел не попадает в руки дьявольского да. В конце концов, у Цзень-Иня есть огненная змея, духовный зверь, который также способен заполучить сокровище. Мастер секты Вань истину говорит. Если дьявольская да получит его, они будут процветать. Учитывая нынешнюю слабость Дворца звезд, мы не можем позволить дьявольскому да заменить Дворец звезд и стать полноправным гегемоном области моря рассеянных звезд, сказала Тянь Хуцзы, кивая головой. Ван Тиньмин был очень доволен и думал что-то сказать, когда в небе над горой внезапно появилось сино-красное свечение. Стены у входа в каньон начали сильно задрожали, распахнув два отдельных прохода. Казалось, они ведут в каньон. В каждом из входов вышла метровая каменная плита с надписями, которые гласили «Путь глубокого кристалла» и «Путь расплавленной скалы». Внезапно культиваторы, которые были ближе всего к входу, поспешно сделали шаг вперед. Те, кто приблизил к входу на путь расплавленной скалы, невольно воскликнули, когда почувствовали порыв палящего тепла, который мгновенно иссушил их губы. Между тем, вход на путь глубокого кристалла непрерывно излучал белую ледяную ауру. Свист суровых ветров, доносившихся оттуда, заставлял сердце замирать. Увидев пути, Цзень-Инь воодушевился, а затем заботливо сказал, обращаясь к Ханьле: «Ханьле, пора. Мы снова соберемся на другой стороне путей льда и огня. Хотя я не способен лично привести тебя через них, я дам тебе сокровище, которое способно противостоять холоду или жаре в зависимости от того, какой путь ты выберешь». Когда Ханьли пересекал призрачный туман, фиолетовая духовная фея рассказала ему от пути льда и огня. Он знал, что после того, как ступит в проход, его телепортируют в заданную область в каньоне. Из слов Цзень-Иня было ясно, что было очень мало шансов, что его телепортируют вместе с другими. Немного подумав, Ханьли сказал: «Я пойду по пути расплавленной скалы. У меня есть огнестойкая одежда, так что она может быть полезной в этом случае». Цзень-Инь без колебаний достал синий нефритовый кулон и передал его Ханьли. «Хорошо, позаботься об этом. С этим предметом у тебя не должно быть проблем в этом испытании, учитывая твой уровень культивации». Когда Мэн Хуцзы увидел это, он искренне улыбнулся и сказал: «Это действительно неожиданно. Такой жадный человек, как Цзень-Инь, на самом деле проявил щедрость. Разве это не твоя эмблема белого носорога?» Глава 459. Путь. Цзень-Инь не рассердился, а вместо ответил с легкой улыбкой на лице: «Уровень культивации моего ученика слишком низкий. Поскольку я его мастер, естественно, что я присматриваю за ним. Хотя эмблему белого носорога можно считать драгоценной, я планирую пойти по пути глубокого льда, и этот предмет был бесполезен для меня. Если я не ошибаюсь, у брата Мэна есть кристаллизованная ледяная жемчужина. Почему бы не вам не одолжить ее моему ученику? Разумеется, если ты не желаешь, чтобы мой ученик столкнулся с какими-либо неудачами, прежде чем он войдет во внутренний зал ГМ. Я не могу позволить этому мальчику так легко умереть, пока не получу небесный котел. Я получил эту кристаллизованную ледяную жемчужину, убив ледяного карпа, когда еще был молодым. Тебе очень повезло, мальчик». Сказав это, Мэн Хуцзы белую жемчужину, размером с большой палец, и передал ее Ханьле. Ханьле был рад их заботе и неоднократно поблагодарил их. Хотя он знал, что эти сокровища ему дали только из-за его кровавого паука, они все равно позволили бы ему безопасно пройти по пути расплавленной скалы. Это было именно то, что он хотел. Хотя кристаллизованная ледяная жемчужина сияла таким же белым светом, как и эмблема белого носорога, она была намного холоднее на ощупь, в результате чего рука Ханьли задрожала от холода. Ханьли тут же положил ее в сумку для хранения, поскольку она показалась ему более ценным предметом. Когда Лао Маньцинь и увидел это, он усмехнулся и тут же вошел в проход пути глубокого льда, превратившись в размытое пятно. Когда другие культиваторы увидели это, они также стали один за другим входить в проход пути, который выбрали. Через короткий промежуток времени большинство культиваторов уже вошли в каньоны. Цзинь взглянул на Ханьли и любезно сказал: «Ханьли, а ты что? Теперь мы встретимся только через несколько дней». Ханьли не видел причин оставаться здесь дольше и направился ко входу в пути расплавленной скалы. Направляясь к проходу, он огляделся по сторонам, в результате чего у него возникло чувство беспокойства. Этот старый дьявол, костяной мудрец, до сих пор не появился. Может быть, он передумал и ускользнул. Ханьли подумал о худшем варианте развития событий. В конце концов, сердце человека было одной из самых непредсказуемых вещей на Земле.
После того, как костяной мудрец увидел силу Цзень-Иня, он мог изменить свое решение. В этом случае, если бы костяной мудрец действительно отказался от него, Хань Ли прямо использовал бы информацию о костяном мудреце в качестве козыря с зенитом Инь, чтобы гарантировать свою жизнь. Зловещий блеск засиял в глазах Хань Ли, когда он думал об этом. Этот взгляд привлек внимание других. В тот момент, когда Хань Ли уже пожалел о том, в своих ушах он услышал голос костяного мудреца: «Не оглядывайся по сторонам. Я здесь скрываюсь неподалеку. Удачи. Встретимся». После того, как закончим испытание льдом и огнем, Хань Ли почувствовал облегчение, услышав его голос, а затем смело направился ко входу. Горячий ветер обдал все тело Хань Ли, когда он вошел в проход, заставив его почувствовать палящую жару. Хань Ли нахмурился и пристально уставился вперед. Проход был шириной 6 метров, высота его при этом тоже была достаточно высокой. Путь впереди светился ослепительным красным светом, вселяя страх в сердце тех, кто видел это. Хань Ли облизал свои высохшие губы и какое-то время тупо смотрел на проход, прежде чем сделал шаг вперед. При каждом следующем шаге он чувствовал, что температура поднималась. Спустя 30 шагов Хань Ли больше не мог идти вперед. Горячий ветер время от времени обдавал все его тело, повышая и без того жаркую температуру, в результате чего Хань Ли почувствовал боль в теле. Немного поколебавшись, Хань Ли покрыл свое тело водяным барьером. Глубокий синий блеск тут же снизил палящую жару. Затем он похлопал его сумки для хранения, и оттуда вылетела полоска синего света, огнестойкая одежда. Хань Ли тут же надел ее на себя и почувствовал, как его тело обладало приятной прохладой. Это воодушевило его, и он продолжил движение вперед. Через дюжину шагов он увидел внезапную вспышку света. Стена красного света заблокировала его путь. Взглянув на стену света, он решил продолжить свой путь. Внезапно позади себя он услышал шаги, однако встреча с другими культиваторами его совершенно не интересовала. Внезапно исчезнувшая жара появилась с новой мощью после серии головокружительных колебаний ослепляющего красного. Его водяной барьер начал беспрерывно мерцать. Казалось, он вот-вот рухнет. Хань Ли испугался и тут же высвободил свою духовную силу по всему телу. Стабилизировав свой барьер, он огляделся по сторонам. Он увидел перед собой алые камни, желтую почву, растения, которые испускали красный свет, и размытое красное небо. Все это выглядело так, как будто пространство вокруг него горело. Даже будучи защищенным барьером и огнестойкой одеждой, он все еще чувствовал горячий воздух. Хань Ли глубоко вдохнул с угрюмым выражением на лице. При таких температурах он мог бы выдержать только 5 часов. Он думал, что ему не придется использовать какие-либо сокровища и легко удастся справиться с этим. Но согласно тому, что сказала фиолетовая духовная фея, на втором испытании путь огня и льда культиваторы не могли летать, а могли только передвигаться по земле. Таким образом, тот, кто был телепортирован дальше, вынужден был идти несколько дней, прежде чем добраться в конец каньона. Это было не то, что можно было сделать, полагаясь исключительно на уровень своей культивации. Это непременно требовало использования сокровищ, которые могли блокировать соответствующие элементы каждого пути. Кроме того, сам путь не был единственной опасностью, с которой культиваторы могли столкнуться. В каньоне также были духовные демоны, соответствующих каньону элементов. Это также было серьезным препятствием на их пути. Во время каждого испытания около половины культиваторов погибали по вине этих демонов. Плюс ко всему, здесь могли быть культиваторы, которые ждали в засаде, чтобы украсть сокровища других. Это было довольно распространенное явление. В конце концов, чем ближе становилось расстояние к концу каньона, тем возрастала вероятность встретить других культиваторов. Их шансы на выживание значительно увеличились бы, если бы им удалось украсть сокровища других культиваторов, которые обладали сопротивлением к данной стихии. Более того, если были культиваторы, которые не могли больше продолжать движение, они нападали безо всяких колебаний. Хань Ли стоял в своем первоначальном месте без движения, изучая окружающее пространство, размышляя над информацией, которой он обладал. Спустя промежуток времени, который бы понадобился, чтобы выпить чая, выражение лица Хань Ли изменилось. Затем он достал эмблему белого носорога, повесил ее на талию и поменял свой водяной барьер на свет этой эмблемы. Он не мог позволить себе растрачивать впустую свою магическую силу. Остановиться, чтобы восстановить свою магическую силу, было самоубийством. Внезапно он поднял голову к нему. Определив направление по красному солнцу с большим трудом, он отправился дальше без промедлений. Помимо груды скал и странного, совершенно ровного дерева, на пути ему ничего не встретилось, так что он продолжил спокойно продвигаться вперед. Спустя мгновение Хань Ли наткнулся на заросли, светившиеся странным огненным светом, которые заблокировали его дальнейший путь.
Хань Ли нахмурился, глядя на странные растения, и тут же выстрелил в него шаром сияющей голубой воды. Как только водяной шар врезался в них, он превратился в пар. Выражение лица Хань Ли слегка изменилось. У него не было другого способа пройти здесь, кроме как через эти растения. Немного поколебавшись, Хань Ли стиснул зубы и попытался пройти через них. Только теперь Хань Ли познал весь ужас пути расплавленной скалы. Дикие растения. Это было больше похоже на мечи пламени. Это были невероятно острые и горячие языки пламени, которые причиняли ему жуткую боль. Однако защиты эмблемы белого носорога явно было недостаточно, поскольку он все еще ощущал боль, проходя через эти растения. Пройдя всего 10 метров, Хань Ли был вынужден снова использовать свой водяной барьер. Хотя он с огромной скоростью поглощал его магическую силу, это позволило Хань Ли быстро пройти через эти растения. Кроме того, Хань Ли также использовал свою технику движения, чтобы как можно быстрее пересечь эти заросли. Бэо Ву был культиватором с земными и огненными духовными корнями. Для достижения нынешнего уровня культивации ему потребовалось почти 300 лет, и именно благодаря этому он получил такую громкую славу в области моря рассеянных звезд. Те, кто был близко к нему, даже думали, что у него был самый высокий шанс пробиться на стадию зарождающейся души в ближайшие 100 лет. Бэо Ву очень наслаждался тем, что ему поклонялись, и гордился тем, что ему завидовали. Однако Бэо Ву четко знал свои возможности. Если бы не древняя таблетка духовной эссенции, которую он обнаружил в желудке зверя 4-го ранга, которого он убил во время путешествия, он, вероятно, все еще оставался на стадии заложения основ. Эта лекарственная таблетка заставила его почувствовать сладость древних духовных лекарств, избавив его от 100 лет горького совершенствования. Таким образом, он планировал поездку в небесный зал и купил огненного драконоподобного червя в выгодной цене. Он планировал отважиться войти во внутренний зал, используя червя как отвлекающий маневр, чтобы заполучить таинственное сокровище высшего ранга, которое было известно всем в области моря рассеянных звезд, небесный котел. С тем огромным количеством сокровищ, которые содержались в небесном котле, до прорыва к стадии зарождающейся души ему оставался только шаг. Глава 460. Между жизнью и смертью. Когда Бэо Сюй вошел в небесный зал и увидел, сколько там было эксцентриков на стадии зарождающейся души, он почувствовал, будто его окатили холодной водой. Естественно, что каждый культиватор на стадии зарождающейся души прибыл сюда в поисках сокровищ внутреннего зала. Небесный котел, несомненно, был самым ценным среди них. Хотя ранее культиваторы стадии зарождающейся души также посещали небесный зал во время предыдущих открытий, но обычно их было не более 4. Но в этот раз в небесный зал прибыло 8 культиваторов стадии зарождающейся души, поэтому он понял, что его шансы на успех были очень слабыми. Но поскольку он уже прибыл сюда, он не хотел уходить, поджав хвост. Таким образом, он ступил на путь расплавленной скалы, сохраняя в себе легкую щепотку надежды, что дорога окажется такой же гладкой, как и в призрачном тумане. Честно говоря, он действительно испытывал некоторый страх перед призрачным туманом и более поздним испытанием фантастической границы иллюзии. Однако он легко относился к испытанию льда и пламени и никогда не сомневался, сможет ли он пройти его. Это было связано с тем, что он культивировал искусство культивации, широко известное в области моря рассеянных звезд, искусство невозмутимого янь. Это искусство культивации входило в десятку лучших ментальных искусств культивации среди всех огненных искусств культивации. Он уничтожил столько врагов, что уже сбился со счету, скольких он испепелил с помощью истинного огня невозмутимой янь. Он выбрал путь расплавленной скалы, потому что был уверен в том, что сможет выдержать температуру этого места. Естественно, учитывая его многолетнюю культивацию, он сильно задумывался о выборе пути. Он даже приобрел 2 защитных магических инструмента для этого пути, однако больше он не мог себе их позволить, поскольку даже покупка огненного драконовидного червя стоила ему целое состояние. Он считал, что с помощью 2 магических инструментов и его искусство невозмутимой янь сможет преодолеть путь расплавленной скалы без проблем. Но теперь Бэо Сюй сильно в этом сомневался. Спустя короткий промежуток времени на пути он неожиданно обнаружил, что, несмотря на чудесные огнестойкие эффекты его искусства невозмутимого янь, он был вынужден использовать его на всю мощность, чтобы противостоять палящей жаре. Теперь он не мог игнорировать окружающую среду, поскольку его магическая сила истощалась намного быстрее, чем он ожидал. Вне небесного зала ему уже приходилось использовать свое искусство, чтобы противостоять пламени. Но теперь он понимал, что тепло, испускаемое путем расплавленной скалы, полностью отличалось от обычного пламени снаружи. Очевидно, существовали определенные ограничения, которые влияли на искусство культивации элемента огня.
В то же время два его огнестойких магических инструмента имели очень ограниченный эффект в этой странной обстановке, к большому разочарованию Бэусюя. За 6 часов пути его магическая сила была истощена в значительной степени, несмотря на то, что она постоянно пополняла его духовными камнями. Таким образом, он бы мог продержаться еще один день, прежде чем его магическая сила была бы исчерпана, в результате чего его тело бы превратилось в золу. Бэусюй, естественно, не хотел погибать здесь. Он нервно ринулся вперед, пристально вглядываясь по сторонам в каждом направлении. Однако вокруг него была только пустота. У него в голове уже начинали появляться мысли о том, чтобы грабить других культиваторов. Чем глубже он продвигался вперед, тем сильнее Бэусюя захватывало отчаяние. Спустя четверть часа Бэусюй в конце концов столкнулся с опасениями, которые были у него в голове. Хотя у него были и подходящая техника, и магическая сила, у него не было никакой надежды, что он сможет добраться до конца каньона в таком темпе. Кроме того, если бы ему пришлось столкнуться с любыми другими культиваторами на этом пути, его магическая сила была бы в невыгодном положении. Он уже забыл о том, чтобы напасть на других, теперь ему было нужно позаботиться о том, чтобы его никто не увидел в таком ослабленном состоянии. Бэусюй с тревогой метался из стороны в сторону. Казалось, у него вот-вот закипит голова от мыслей о том, как ему выжить. От бессилия он поднял голову в красное небо, слова желая, чтобы небеса помогли ему. Внезапно на его лице появилось такое выражение лица, как будто он что-то понял. Его тело вспыхнуло желтым светом и зависло в воздухе. Поднявшись на 10 метров над землей, он заметил, что ничего не произошло. На этой высоте он мог использовать свои техники, чтобы летать, в результате чего мог добраться до конца каньона через короткое время. Дико взволнованный тем, что нашел выход из опасной ситуации, Бэусюй сделал жест заклинания и превратился в шарик желтого света, исчезнувший вдалеке. Бабах, но не успел Бэусюй пролететь и 100 метров, как из красного неба в него ударила молния. На доли секунды в воздухе повис его жалобный крик, а затем его тело превратилось в прах. Два предмета, которые были с ним, упали в кустарник, который был внизу. Где-то здесь же, на пути расплавленной скалы, роскошная, 30-летняя женщина, одетая в блестящую муслиновую одежду, в нерешительности смотрела на реку кипящей лавы. Чтобы пересечь эту реку, была только сваленная красная каменная колонна, длинной более 150 метров. Эта женщина нахмурилась, почувствовав, как из-за реки лавы исходит мощное излучение. Немного поколебавшись, она осторожно ступила на красную каменную колонну. Как только женщина ступила одной ногой на колонну, ее лицо тут же исказилось от боли. Очевидно, что каменная колонна была слишком горячей. Даже под защитой муслиновой одежды ей было больно наступать на нее. Однако у этой женщины была непоколебимая решимость. Стиснув зубы, она осторожно шагнула вперед по каменной колонне. Сначала все шло гладко, к середине колонны она дошла целой и невредимой. Но когда она приблизилась к центру колонны, она вдруг услышала грохот вдалеке. Великолепная женщина была ошеломлена и невольно повернула голову в сторону реки, вверх по течению. Затем ее лицо стало бледным и напуганным. Сильный водоворот образовался в реке, а затем он превратился в огромного серого дракона. Обнажив клыки и выставив когти, он мгновенно приблизился к этой женщине и завернулся вокруг его тела, сталкивая с колонны. Вскрикнув от отчаяния, женщина исчезла без следа. Спустя короткое мгновение сверкающий синий предмет погрузился на дно лавы. Рядом с ледяной горой на пути глубокого кристалла мужчина средних лет спиной к спине со стариком сражался с 10 хрустальными животными. Лучи красного и белого сияния мелькали во всех направлениях, но битва скоро подошла к концу. Через мгновение хрустальные звери разбежались в разных направлениях, пытаясь спасти свои израненные тела. В другом месте на пути глубокого кристалла Цзень и не спеша прогуливался по льду. Его тело сверкало черным светом, и, казалось, ему совсем не было холодно. Время от времени на него нападали хрустальные звери, но он с легкостью разрубал их на куски одной вспышкой черного цвета. Затем он продолжал свой путь, как ни в чем не бывало. Ханьли стоял на холме и смотрел вдаль со следами сомнений на лице. Промчавшись сквозь заросли огненных растений, используя свою технику движения, он вернулся к своей первоначальной скорости. В конце концов, шаги скользящей дымки все еще слишком сильно налагали его тело. Несмотря на то, что он был культиватором в стадии формирования ядра, он не мог долго продолжать использовать эту технику движения, хотя, конечно, теперь он мог ее использовать значительно дольше, чем когда он был на стадии заложения основ. После этого он столкнулся с чрезвычайно опасным болотом из лавы. На самом деле оно больше напоминало яму лавы. Даже более высокоуровневый культиватор, чем Ханьли, почувствовал бы страх перед ним.
Если бы не защита, обеспечиваемая ледяной жемчужиной Манхутцы, он бы давно сгорел заживо. Далее ему попадались странные огненные деревьев и пламенных духи, но они не заставили его потратить слишком много энергии. В результате чего Хань Ли спокойно смог продолжить свой путь. Но теперь Хань Ли был ошеломлен тем, чего он никогда прежде не видел — бесконечную пустыню с черным песком и дюнами. Эта странная сцена заставила Хань Ли чувствовать себя неловко, в результате чего он сомневался, стоит ли ему входить туда. Однако другого маршрута не было. Черная пустыня была слишком огромной. Если бы он решил сделать обход, это бы заняло у него несколько дней. Согласно отчетам культиваторов, которые были до него, это испытание нужно было пройти в течение 5 дней, иначе транспортная формация была бы запечатана, оставив оставшихся умирать. Хань Ли считал, что сейчас он был в центре каньона. Он не мог тратить время, даже если боялся идти в эту пустыню. Кто знал, какие монстры скрывались в этих черных песках? Хань Ли нахмурился и пристально уставился вдаль, пытаясь представить скрытые опасности этой пустыни. В это мгновение сердце Хань Ли вздрогнуло, и он тут же исчез с того места, где стоял. Внезапно, на том месте, где он стоял, послышались странные звуки.